Приветствую, друзья! Меня зовут Ева Коштур, и я рада видеть всех новеньких и стареньких на моем канале. Начать хочу с того, что, глядя статистику, я вижу, что больше половины из тех, кто смотрит это видео, не ставят лайки и не подписываются. А делаете вы это, точнее, не делаете зря, потому что на этом канале я рассказываю очень много интересного и не утаиваю даже самые секретные секреты. Поэтому подписывайтесь на канал, обязательно поставьте лайк, мне будет приятно, это ваша такая виртуальная благодарность, виртуальное спасибо за мои старания. И сегодня я хочу разобрать одну очень важную тему, с которой сталкивается практически каждый мастер на одном из этапов своего профессионального пути. И речь пойдет о деньгах. Потому что на работу мы ходим для того, чтобы зарабатывать деньги, ну и делать этот мир немного лучше. Но, тем не менее, основная наша задача, естественно, это кормить себя, да, свою семью, детей и прочее. И сегодня мы разберем те составляющие, которые делают из вашей профессии прибыльную профессию, да, вас как специалиста очень востребованного. И для этого мы разберем несколько составляющих успешного бизнеса, да, что в него должно входить. Есть закономерные правила, которые работают вне зависимости от того, чем вы занимаетесь. Первое – это регулярность. Да, то есть это услуга либо продукт, который клиент покупает регулярно, то есть не одноразовая покупка, потому что если вы продаете, например, какую-то эксклюзивную мебель, человек может раз в жизни купить эту мебель, и дальше вам всегда нужно искать нового клиента. В нашей же профессии это абсолютно регулярно, будь то наращивание, стрижки или окрашивание, клиенты приходят абсолютно регулярно. Но стрижку и окрашивание клиент может пропустить, наращивание клиент пропустить не может, потому что есть срок, и он ограничен, когда клиент обязательно должен сделать коррекцию, ну, либо снять вообще, что, конечно, в наших реалиях маловероятно. Чаще всего клиент, конечно, делает коррекцию. Следующий этап – это скорость выполнения услуги. Условно говоря, если вы пишете картину, да, которая может занять у вас год, и один раз продали, да, то, естественно, вот эти трудочасы вы должны поделить на ту сумму, которую вам заплатят. Вот. Опять-таки в стрижках, в окрашивании, в наращивании эта услуга выполняется в течение нескольких часов. Значит, вторая составляющая успешного бизнеса у нас уже есть. Третий момент – это, так сказать, маржа. Да, прибыль, которую вы получаете, расходы относительно доходов, то есть и что в наращивании, да, что в окрашивании, что в стрижках, вот эта себестоимость услуги, она в принципе невысокая, да, то есть она несопоставима с общим чеком, то есть в парикмахерских услугах основная часть чека – это ваш труд, ваши знания, ваш профессионализм, да, ваш сервис, то есть, и, соответственно, учитывая все вот эти три момента, мы можем сделать наш бизнес успешным. Но, как говорится, мы не самые умные, да, все такие же умные, и очень много людей этим занимаются, и, естественно, есть конкуренция. Ну и следующий вопрос, который мы можем разобрать, как стать лидером, да, победить в конкуренции, находясь в своей нише. И вот тут я хочу попросить вас, когда вы услышите то, что я буду говорить, не говорите сразу «нет». Не говорите сразу «нет», попробуйте, либо прислушайтесь, попробуйте это на вкус, если вам это противоречит. Потому что я сама сталкивалась с тем, что говорила «нет», это неправильно, это мне не подходит, но так или иначе я сама к этому пришла. То есть я не пошла прямо, да, когда поняла, как надо, а я набила шишки и все равно к этому пришла. И поэтому я вам предлагаю все-таки сразу не говорить «нет», а, так сказать, прислушаться, да, переварить эту информацию. Давайте сначала поговорим о том, сколько нужно клиентов для того, чтобы вы были обеспечены работой, ну,
я не знаю, как сказать, по городу. Вот чтобы у вас просто не было свободного времени, вы абсолютно всегда работали. На самом деле это не так много. Да, порядка там, от 50 до 100 человек, если у вас будет постоянных клиентов, вы не будете видеть света белого. Вы будете постоянно загружены работой, и проблем с клиентами у вас не будет вообще. Что такое там 50-100 человек относительно даже небольшого города? Это ничего, да, это один подъезд, условно говоря, в жилого дома. То есть это несложная задача, поэтому, когда, например, я слышу от своих студентов, что люди говорят вот так, люди говорят, я это не хочу, а клиенты такого не любят. Нет. Просто вы, когда оказываете какую-то услугу, вы в своей голове рисуете картину, охватывая тысячи, миллионы людей. Нет, это не ваши клиенты. Если к вам весь этот миллион придет, то вы просто не справитесь с такой задачей. Поэтому первое, что нам нужно сделать, это определить своего клиента, понять, кто ваш клиент, с кем вы хотите работать, да, и на кого хотите ориентировать свой бизнес. И вот когда вы уже нарисовали этот портрет, вам гораздо легче предлагать свою услугу. К чему я веду? Я веду к тому, что ваша услуга должна быть уникальной в вашей нише. Что значит уникально? Давайте возьмем стрижки, предположим. Вы можете владеть всеми техниками стрижек, абсолютно всеми, да, там мужские, женские, детские, там и такие, видал сосун, и пивот-поинт, все на свете. Но будете ли вы от этого зарабатывать больше, чем тот мастер, который не умеет стричь ни детские стрижки, ни мужские, никакие лесенки, ни каскады, ничего. Он умеет стричь только боб-каре. Все, только боб-каре, больше ничего. Но его боб-каре самый лучший, просто лучше не найдешь во всей округе. Поверьте мне, мастер, который умеет стричь одну единственную стрижку, будет зарабатывать не меньше, а возможно и больше, его прайс будет гораздо выше, чем у того мастера, который умеет всего и понемногу. Так вот, мы подойдем к наращиванию. Если вы делаете что-то, чего не делают другие, либо вы делаете что-то и делаете это лучше, чем кто-либо другой, и вы специализируетесь в этом направлении, давайте возьмем загущение висков, вы не наращиваете, не делаете полное наращивание, вы там, я не знаю, не делаете каких-то там, я не знаю, сложных наращиваний, там, что касается перекрытий каре или еще что-то, вы делаете только загущение висков, исключительно. Но лучше, чем вы, это не делает никто. Вот в этом случае со всей округи люди, у которых есть проблема тонких, там, обломанных висков, а она у всех блондинок, вот все эти люди будут в вашем кресле. Все эти люди выберут вас, когда они будут искать специалиста, который может помочь им в их проблеме. И возможно даже, что этот человек никогда не задумывался о том, чтобы сделать какое-то наращивание, но поняв и увидев когда-то вас, или услышав о вас, или увидев там вашу работу у своей знакомой, поймет, что вы специалист, вы специализируетесь именно в той проблеме, которая есть у этого человека, он непременно к вам придет. Даже просто попробовать, если вы действительно будете являться профессионалом в этой узкой сфере, то у клиентов у вас просто, во-первых, не будет отбоя, во-вторых, прайс на ваши услуги будет гораздо выше, чем у конкурентов. Таким образом, вы сможете победить конкуренцию и зарабатывать больше. То есть, как вывод подводим, что вы должны быть узким специалистом в своем направлении. И в этом случае все люди, знаете, все клиенты пройдут вот через такое сито, и останутся именно те, которые готовы оценить вашу услугу, достойно ее оплатить
и также со всей округи, да, и из других регионов люди будут стремиться к вам именно за вашей услугой. Поэтому для того, чтобы быть хорошим специалистом, не обязательно знать все на свете. Выберите то, что вам нравится больше всего. Нравится вам перекрывать каре? Перекрывайте каре и делайте, например, только это. Да? Ну, это я говорю для людей, которые, например, ну, не знают, с чего начать, часто задают такой вопрос. Если говорить обо мне, несмотря на то, что я специалист широкого профиля, у меня есть тоже узкая специализация. И, например, моя витрина сзади, она об этом говорит. Я работаю исключительно с тонкими славянскими волосами. Блондинки – это 90% моих клиентов. Блондинки с поврежденными волосами, тонкие волосы, волосы тонкие от природы, да, то есть они не поврежденные, а вот от природы такие. Это мои клиенты. То есть я не работаю практически там, с густыми волосами, да, с темными волосами, очень мало у меня клиентов. Это именно блондинки. Ну вот такая у меня специализация. Я уже не работаю с фабричными волосами, хотя работала и так, и всяко пробовала. Но вот эта узкая специализация, и даже несмотря на то, что в Америке вообще не любят капсульное наращивание. У капсульного наращивания очень плохая репутация здесь. Тем не менее, мои клиенты, они не только в Лос-Анджелесе, они разбросаны по всей Америке и даже вот прилетают из других стран. Поэтому узкая специализация – это наше все. Вы должны выбрать, да, подведем итог. Услугу, которая повторяется, услуга, у которой быстрое выполнение, услуга, у которой низкая себестоимость и высокая маржа. И дальше выбираем узкое направление в своей профессии, предварительно нарисовав портрет нашего идеального клиента и, естественно, начинаем двигаться и углубляться именно в ту тему, да, в ту профессию, в ту узкую специализацию, которую вы выбрали. Недостаточно просто сказать, что там я наращиваю волосы, да, и все, или я наращиваю только белые волосы. Нет, недостаточно. Если вы хотите стать профессионалом, даже в этой узкой специализации, вы должны эту тему очень глубоко изучить. Погрузитесь в это, найдите свои фишки, да, найдите свое направление и всегда рассказывайте об этом в своих соцсетях, своим окружающим, своим клиентам. Рассказывайте, насколько вы увлечены своим делом и какие, возможно, там открытия или наработки у вас есть, да, то есть что вы нового узнали в профессии. Даже несмотря вот на эту узкую специализацию, да, казалось бы, то есть когда вы начнете погружаться, вы поймете, как много тонкостей там. И вот чем ходить по верхам, да, углубившись в одно место, да, в одну тему, в одну точку, вы сможете, тем не менее, расширить свой кругозор, да, кругозор своих клиентов и свой прейскурант, естественно, узнав гораздо больше в своем узком направлении. Ну, я надеюсь, что это видео было для вас полезным, как смогла донесла. Вот, и если что-то не донесла, то, конечно, задавайте вопросы в комментариях. Я всегда отвечаю на комментарии. Напоминаю, не забудьте поставить лайк. И кто на канале новенький, обязательно заходите в плейлисты и смотрите видео. Там очень много полезной и интересной информации, что касается наращивания волос и не только. До встречи, друзья. Всех целую, всем пока.